Вы на канале «Интеллигентный пивовар» и с вами я, Николай. Сегодня мы с вами поговорим, господа, об экономии в домашнем пивоварении на пивных дрожжах. Вот таких. Этот пакетик 10-11 грамм, и он готов сбродить пиво 25 литров. Для чего же нам нужно экономить на пивных дрожжах, спросите вы? Если бы я жил где-то в Европе, потому что они делаются в основном в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Они там стоят 3-5 долларов, 3 евро, да? То есть, может быть, я и не экономил, но у нас, в нашей стране, они стоят примерно от 200 до 500 рублей. Довольно таки накладно. Итак, что же нам известно о дрожжах? Нам известно, что дрожжи, как оказалось, это одноклеточные грибы, да? Которые приспособились жить в водном или полуводном растворе. Итак, и при прочих равных, скажем, кормовых и температурных условиях они довольно быстро размножаются и занимают весь объем, предоставленный им. И мы, люди, соответственно, используем это, потому что, когда они поедают сахара, они выделяют углекислый газ и спирт, так необходимый нам, людям. Итак, давайте же будем использовать то, что они очень быстро размножаются, будем использовать, допустим, полпачки или треть пачки и специальным образом их размножим. Я именно знаю, что специальным образом, то есть мы же с вами интеллигентные люди, поэтому мы сделаем все по науке, то есть все рассчитаем, и мы небольшое количество зальем в небольшое количество жидкости, дадим им развиться, чтобы колония стала сильной, и уже после этого мы ее поместим в нашу 25-литровый бак с несброженным суслом. Итак, многие, кстати, знаете, скажут, что зачем что-то там придумывать, что-то там разбраживать. Берете просто треть пачки, кидаете в эти 25 литров, и все нормально у вас сбродит. Ребята, может быть и сбродит, конечно, да, но я считаю, что это неправильно. И так делать нельзя, и я вам не советую. Во-первых, две основные причины. Когда вы меньшее количество дрожжей заносите в большой объем с большим содержанием сахара, дрожжи начинают интенсивно размножаться. В период размножения они набраживают довольно много всяких побочных веществ, которые нам совершенно не нужны. Во-вторых, увеличивается довольно-таки время именно интенсивного такого брожения нашего сусла. И за это время, если, не дай бог, туда попали какие-то там патогенные или молочно-кислые бактерии, они тоже разовьются, и пиво может скиснуть, что не есть хорошо. Был у меня такой случай, когда дрожжи не заводились 20 часов и подкисли. И, давайте я покажу, кто сыпал там 2 грамма на тонну, пускай сыплет, это видео не для него. Итак, что же нам для этого понадобится? Во-первых, мы будем пользоваться специальным калькулятором, потому что за нас уже все посчитали, все придумали. Мы будем пользоваться специальным калькулятором, я пользуюсь на сайте BirRF, куда занесем наши значения, сколько у нас есть дрожжей и какой объем нам нужно сбродить, и все нам посчитают. Потом у меня есть вот такая колба, она термостойкая, поэтому я буду на газ ее ставить и в ней кипятить. Нам понадобится ареометр AS3, который померяет нам содержание сахара в нашем растворе. В принципе, можно обойтись и без него при должном умении. И еще для ускорения процесса, господа, нам понадобится вот такая магнитная мешалка. Здесь регулировка скорости, этот якорь помещает внутрь жидкости, и он там крутится, постоянно помешивая жидкость. Потому что процесс разбраживания длится где-то от 5 до 18 часов, это один этап. Вот такую магнитную мешалку я, кстати, купил не так дорого в Китае. Но многие мои подписчики, зная, что я инженер-конструктор по образованию, спросят, почему я сам не сделал вот такую магнитную мешалку. Ребята,
успокойтесь. Я делал такую магнитную мешалку. У меня, кстати, где-то до сих пор лежит такая деревянная коробочка, в которую я монтировал от компьютера вентилятор такой 120 на 120 миллиметров. Вот, блок питания тоже был от компьютера 5 вольт и шим такой маленький, ну, для регулировки скорости, такая маленькая платка была. Вот, магнитики там прикрепил. Все, вроде бы, обрадовался, все вроде бы хорошо, но поначалу работало. Потом 2 раза срыв якоря случился, вот, и 1 раз она просто у меня почему-то остановилась, на ночь я оставлял, и, в общем-то, процесс прекратился. Ну и выглядит это не очень. А вот эта вот штука, она себя скоро уже окупит, потому что экономлю на дрожжах я довольно прилично. Итак, ну что ж, не будем дольше тянуть кота за хвост. Как говорится, будем поступать по науке. И сейчас я вам покажу в интерактивном режиме, как же я реально разброжу дрожжи для своего нового пива. Ну что ж, будет много интересного, господа. Не переключайтесь, оставайтесь на моем канале. Ну что ж, поехали! Заходим на сайт Бир.рф. На вкладку «Калькуляторы», «Калькуляторы пивоварения». Опускаемся вниз и ищем калькулятор внесения пивных дрожжей. Заходим. Итак, вот наш калькулятор. Он состоит из 2 частей. Сейчас я объясню. Итак, шкала плотности. И я буду пользоваться шкалой Плата, потому что у меня сахарометр, ареометр Плата меряет. Плотность сусла. Это плотность сусла нашего пивного, которое мы будем сбраживать. У меня оно 13,5. Количество, объем сусла. То есть я буду сбраживать 26 литров. Норма засева. На самом деле, на первых порах советую оставить профи уровень 0,75 L, а потом уже экспериментировать. Тип дрожжей сухие. Тут можно выбрать жидкий осадок. Сумма сухих дрожжей – это сколько дрожжей у нас есть на руках, то есть сколько мы хотим засыпать. Я хочу засыпать 5 грамм. Количество клеток в миллиардах в 1 грамме. На самом деле есть таблицы, но давайте пока оставим как есть. Итак, что же мы получаем? В 5 граммах у нас 90 миллиардов клеток. Вот. А нам необходимо, чтобы нормально сбродить 26 литров пива, 263 миллиарда клеток. Нам не хватает 173 миллиарда. Итак, переходим ко второй части. Нажимаем кнопку «Взять сверху», и тут получается наши 90 миллиардов клеток. Итак, что же нам нужно сделать? Вот здесь у нас уже все получается, да? То есть давайте начнем с 1 литра стартера. Итак, если мы возьмем 1 литр стартера плотностью 9 плата, видите, у нас не хватает колонии наших дрожжей. Что же мы сделаем? Давайте возьмем плотность 10, так проще считать. Нам все равно не хватает. Давайте же будем увеличивать объем жидкости. Вот. Объем жидкости 1,1, и стартер отвечает желаемому уровню засева. Нам нужно было, как мы помним, 263 миллиарда клеток. Мы вырастим 266 миллиардов клеток. Ну, больше, не меньше. Итак, для того, чтобы нам все сбродить и все, что получилось, для этого нам нужно взять воду 1,1 литр и добавить туда сахар, либо декстрозу до плотности 10, либо взять сусло от предыдущих варок, тоже плотностью 10, либо, как в моем случае, у меня недостаточно сусла, я разбавил его водой и декстрозой довел до плотности 10 плата. Вы спросите, что же такое стартер шаг 2 и стартер шаг 3? Это нужно для того,
чтобы сбродить нам гораздо больший объем сусла меньшим количеством дрожжей, то есть сделать выращивание нашей колонии дрожжей в несколько этапов. Ну, я таким не занимаюсь, мне достаточно одного шага. Вы спросите, сколько же нужно по времени сбраживать. На самом деле вы сами все увидите, когда дрожжи будут соответствовать. Но примерно где-то у меня уходит от 6 до 20 часов, в зависимости от температуры, в зависимости от свежести дрожжей. Вот. То есть, ну, где-то 6-7 часов в среднем мне достаточно. Итак, еще раз повторюсь. Возьмем 1,1 литра жидкости, доведем ее декстрозой до плотности 10 и засыплем туда наши 5 грамм дрожжей. Ну что ж, давайте я сейчас покажу это все в интерактивном режиме, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.